Доброе утро, спортсмены! Третий день гонки 100% эндуро Геленджик, 2021 год. И вчерашний второй день гонки, он был просто невероятный. Я хочу напомнить, друзья, что гонка 100% эндуро — это золотой стандарт хард-эндуро приключений, в которой ты обязательно должен участвовать, если там не был, конечно. Гонка проходит 3 дня, из которых один день был пролог. Это тогда, когда тебе надо проехать небольшой отрезок трассы, который показывает твою квалификацию и место старта. Второй же день гонки – это настоящее приключение, в котором участникам необходимо проехать в среднем 90-110 километров по очень сложному маршруту. Напомню, друзья, и второй и первый день есть на канале Все в Эндуро. Мы сейчас переместились на место старта, остается буквально считанные минуты до начала третьего дня. Да, это сложно, да. Второй день гонки показал, кто есть кто. Огромное количество сходов. Организаторы очень постарались создать атмосферу такую, чтобы вы развивали не только в себе навыки управления мотоциклом, но и навыки выживания, навыки умения. Навыки и умения красиво проезжать и действительно гордиться этими медалями, которые получат здесь участники. Друзья, гонка сложная, гонка интересная, гонка лучшая, которую сейчас когда-либо делали на территории России. Сейчас мы с вами становимся безмолвными свидетелями очередного серии Романьяка, друзья мои, потому что иначе ее назвать никак нельзя. Тебе не кажется, что немножко переборщили ребята с сложностью? Я думаю, переборщили для серебра и бронзы. Для золота как бы самое то, потому что золото спортсмены едут. Технически сложный трек и добавляет сложности именно насыщенность элементов. То есть ладно бы проехали какой-то прогончик, а тут продолжается и продолжается. Почему, ответь нам, пожалуйста, так было сложно? Почему классы бронза фактически приравниваются к классу голд прошлых лет? Ну, до голда нет, конечно, не дотягивает, но что-то из серебра уже появляется в бронзе. Вот, но и в дальнейшем легче в любом случае не будет, чтобы у гонщиков рос уровень. Они должны понимать, что они встречают на своем пути какие-то препятствия, над которыми им следует работать в будущем. Если этих препятствий не будет, соответственно, и не о чем думать, и роста никакого не будет. 4 этажа и 5 футбольных полей. Именно такую площадь занимает уникальный торговый центр, где принадлежит исключительно вся эта площадь только мототематике. Можно сюда приехать, посмотреть, выбрать, померить экипировку, ту, что вы смотрите в интернете. Ребяточки, делимся контактом, этим уникальным местом. Называется она Формула X, находится она на МКАДе в Москве. Успех любой многодневной эндуро-гонки – это самоорганизация. Тебе приходится думать не только о том, как ты проедешь, но и где ты починишь мотоцикл, как ты постираешь вещи, что ты будешь кушать, сколько тебе надо будет поспать, чтобы восстановиться и завтра опять выйти на трек. Именно поэтому утро перед стартом – это настоящая магия и очень непростое время. Не у всех еще готова техника, некоторым гонщикам удалось поспать всего несколько часов, 30% гонщиков вообще не вышли на старт, потому что решили, что это им не под силу. Гонка показала свой характер. Так. Очень было очень тяжелые треки. Треки не соответствуют тому, к чему мы привыкли. Это был нашим стандартам. Все пришли к мнению, что треки в этом году, классы треков, они смещены на один вверх относительно прошлого года. То есть бронза стала серебром, серебро это, как ее, господи, золотом, а золото ультраплатина стала какая-то. Потому что для большинства людей то, что, съехало все, они заявились некоторые в серебро, вспоминая прошлый год, очень сильно жалеют теперь об этом. Да, парни, это тяжело и совсем непросто. Да, к этому надо готовиться и физически, и морально. Да, это надо очень сильно любить, чтобы участвовать. Да, друзья, это эндуро. Да, это 100% эндуро. Тем временем наши репортеры уже вышли на трек, чтобы показать вам гонку изнутри.
taste like chocolate? Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Итак, сегодня третий день гонки. Да. Он самый, мне кажется, непростой, самый интересный для прессы. Надеемся. Да, надеемся. И, значит, тройка лидеров, она, по-моему, не изменилась на середину дня. Да. Также первый, на Годзилле мы были. Первый Даня. Дело, ребята, это подъем на всякий Да, случай. это маленький подъемчик, коротенький совсем, но там... Очень часто организаторы гонки проявляют творчество и называют отдельные отрезки трассы какими-то уникальными именами. В данном случае это Годзилла. Вот, значит, первый Даня Черняев, Сергей Терентьев и Макс Шачин. Давай теперь поговорим про класс китайцев. Вчера Опять? доехали только Авантисы. Ну, это народный мотоцикл, давай не будем это забывать. Нет, давай так, смотри, Авантисы, ну, если мы говорим опять об этих мотоциклах, все-таки это мотоциклы, подготовленные командой. Это важно, критически важно. Это подготовленные мотоциклы при участии команды, этих поддержек команды. Ну, у всех есть амбиции команд. Подождите. Остальные люди едут сами по себе. Соответственно, если... Неправда. Подожди, если где-то кто-то что-то повредил на своем КТМе, то обычно максимум товарищи помогают ему тащить. Ну, давай, DRC-шники, они осуществляют всякие... У них подготовка, у них ассистент. Да, там у них всё Но, нормально, конечно. вернемся к китайцам. Да. Не только Авантисы есть команда. У ГРов, у БРЗ, Да. у БСЕ. Но Авантисы самые яркие. Да, Авантисы самые яркие. Ну, давай так. Авантис больше всего вкладывает в свою команду. Продвижение. Да, конечно, в техническое обеспечение, кто спорил бы. Я так понимаю, что там детали еще наверняка специально изготавливаются. Ну, я был в их поддоке, у них ничего такого нет. Они не Всё- показывают просто. Знаешь, я вчера встретил... Они этикетки Made in Japan снимают аккуратно. Слушай, я вчера встретил одного из гонщиков как раз Авантиса. И он стоял на берегу и тихо плакал. Да, у него сломался мотик, и если бы ты видел, сколько эмоций у него было на лице, и сколько сил он потратил на то, чтобы его завести. Короче, вот чем коммерческие гонщики отличаются от тех, кто, вот знаешь, те, которые только по себе. становятся Конечно. коммерческими, Ну, да, да, вот. да, да. У них рвение, желание, Я любовь понимаю. к этому Так они делу. на эмоциях и едут, потому что прежде всего эти ребята едут, ну давай так, больше за деньги, ну и все остальное. То есть им говорят, пацаны, приехал, бабло. Окей, поехал. Ну не приехал, ну бывает. А здесь человек приехал, зарегистрировался, страдал, мучился, и тут на тебе такое. Ну как ему еще относиться? Конечно. Там и плакать можно, и это не зазорно, потому что такая ситуация, ну, бля. Эндуро-гонка уравнивает все статусы и размеры банковских счетов. В жизни ты можешь быть суперначальником, водителем, предпринимателем. В гонке ты просто один из участников. Все зависит только от тебя. Умеешь? Покажи. И тут тебе не помогут помощники, консультанты или связи. Здесь все мы настоящие. Здесь проявляется характер. Регламент гонки 100% эндуро подразумевает 20-минутный пит-стоп на треке. Каждый гонщик должен сделать остановку на дозаправку и отдых. Нам удалось побывать в этом уникальном месте. Итак, мы сейчас находимся в поддоке гонщиков, первых лидеров. Это у нас Терентьев и Черняев. Значит, ребята сейчас схватили, их команда схватили мотики и обслуживают. Я вот, если честно, не понимаю, как. Да. Расскажи вообще, что сейчас происходит здесь. Ну, как видишь, кипиш, работа, обслуживание лидеров. Быстренько и все. Дань, ты видишь, как команды нет, но все равно видишь, как помогают здорово ребята.
Вот, например, сейчас Серега, он вообще очень сосредоточен. Я так понимаю, что отношение к тому, что сейчас происходит, оно вот такое, знаешь, крайне серьезное. Серьезно. Ну, конечно. А как ты хотел, же гонка. Это не ваши покатушки. Ну, то есть это прям вот так вот нужно прям на уровне, Нет, ну типа, просто сосредоточенно. Если теряешь фокусировку, ошибаться начинаешь. То есть, как в гонке идешь, в определенный ритм настраиваешься, ловишь темп, и все, ты в нем идешь. Как бы и тебе не должно сосредоточен. ничего не отвлекать, Да, да? то есть ты как вот в таком вот сознании в коридоре определенном держишь, сфокусирован на том, что ты делаешь. И тогда все здорово получается. А если немножко расслабить, посидеть, там очень ошибки начинаются, то есть нет. Слушай, а некоторые гонщики, я знаю, вот, например, мировые, они вообще уходят в автобус и сидят там. Ну да, чтобы не отвлекали, не теряли вот это вот Концентрация. состояние, да, концентрация. Мгм. А вот и гонка — это развлечение, для кого-то доказать себе и другим, для кого-то это цель. Для нас всех гонка — это свое, друзья. Когда я слышу от знакомых, что я не готов к гонкам и буду кататься по лесу, я понимаю, что мой знакомый собирается не на гонку, а на войну с обязательной победой. Парни, гонка — это не победа, это участие. А участие для новичков — это, друзья, уже победа. Олег Алексеевич Бибиков у нас здесь, метро. Метро, можно сказать, российского эндуро. Слушай, ну как ты оцениваешь, точнее, можно ли сравнить эту гонку с Румынией? Да, абсолютно верно. По сложности, по рельефу, по косым косогорам, по подъемам, по ступеням, по грунту, однозначно да. Едется тяжело тебе? Я так понимаю, что ты после болезни, не вкатанной, тебе прям тяжко. Ну, не хватило 1,5 недели всего, и за 3 дня перед гонкой горло, температура. Как бы тяжеловато, не раскатанный, но если лидеры, им двоим столько лет, сколько мне, поэтому тут мне на это как бы все нормально. Нет, я считаю, что обалденная гонка, и для того, чтобы поехать в Румынию, надо обязательно здесь тренироваться и готовиться, это точно так. Многие, кто даже не пытается проехать эту гонку, уже устремляются в Румынию. Мне кажется, это так не делать абсолютно точно нельзя. Иначе обсмеют нас там. Олег, спасибо. Обсмеют однозначно, нужно готовиться, надо знать параметры свои, физические параметры, и без этого вы не поймете, на что вы готовы в этой гонке. Для этого нужно проехать Геленджик и хотя бы получить образование. Нельзя сразу с 1 класса попасть в университет. Поэтапно, 1, 2, 10 класс, институт и университет. Ну, без вариантов, не может быть. Есть одаренные люди, но их единицы из тысячи или из десятков тысяч. Такие как Джарвис и все остальные, как Терентьев, как Леонов, но их мало. Остальным людям нужно тренироваться и готовиться. Такой вот спуск у Серебра. Я, пожалуй, пройду пешочком. Ребят, вот это подъем золота, здесь едет подъем бронза, здесь едет только бронза. Я вам скажу, подъем очень непростой. Реально нужно уметь открывать газ и ехать. Но в этом подъеме действительно очень важен правильный выбор резины и давления, чтобы можно было потом самому себе помогать. Кажется, я закончил свое путешествие на сегодня. Шланг перетерла. Команда DRC никогда не отказывает. Самые лучшие ребята. Быстренько починим, поменяем пробитый вот этот шланг, и я поеду дальше.
Это точно бронза. Точно бронза. Михаил, Санкт-Петербург. Золото. Вот они, друзья, первые финишеры этой прекрасной гонки. Вот так красиво заезжают под арку победителей. Я тебя поздравляю, дружище! Спасибо, Кирюха. Вот он, красавчик! Вот. Красавчик! Класс бронза, опять побеждает. Второй номер. Сегодня ты можешь сказать. О, привет! А где твой Майка? Снял, жарко было. Ну чё ты, как ты? Очень хорошо. Вот сегодня, знаешь, что я хочу сказать? Нет, Я давай. сейчас скажу. Давай, рассказывай. Все как было. Сегодня бронза похожа на бронзу. Действительно. Да, конечно, где-то там есть серебряные такие элементы, моменты. Но по сути это все прям вот кайфовое. Вот сегодня кайф. Был там ручей, конечно, затычный такой. Люди там поумирали, но в остальном просто вот кайф кайфный. Но ты прокатился, все, ты вкатился после второго вчерашнего дня. Потому что сегодня-то мы проснулись с ощущением того, что мы вообще не хотим смотреть на мотоцикл. Не, вообще не хотим и не хотелось ехать. Я вообще уснуть долго не мог. Каждый раз, когда закрывал глаза, мне виделся каньон, в котором все падают, едут, мучаются. Вот. А проснулся я в 4:30 и все, не могу уснуть. Ну я помню, и начал меня будить и говорить: Василий, вставай, мне кажется, уже пора. Пора ехать, да. Пора ехать. Друзья, победитель гонки 100% эндуро Сергей Терентьев. Серег, мы тебя поздравляем от всей души, и если вы сейчас смотрите это видео, то обязательно поставьте и напишите теплые слова для этого человека, потому что он действительно долго тренировался к этому. А вот очень интересный случай, произошедший прямо на гонке, ведь Максим Шашнев, значит, из Крыма, с Бахчисарая, лидировал последние 2 дня. Он постоянно лидировал, то есть он был в тройке шел. И в последний день он взял и сошел. Расскажи ребятам, по какой причине. Но он, да, в середине трека сошел из-за того, что посчитал, что он недостаточно сложный, и кантри-кросс какой-то сказал: а я не люблю мотокроссы ездить ваши, я думал, что это хард-гонка, и сошел. Да, это было очень странно, потому что люди, которые лидируют, обычно так не говорят. Да, обычно так говорят там, кто едет Те, в хвосте, которые да? сзади, да, там. Но в итоге, короче, он действительно сошел, а причина схода он объяснил нам так. Я в последнее время делаю ровно то, что я хочу. И если мне что-то не приносит удовольствия, то я этого не делаю. Да. А это мне приносило удовольствие, и он сошел. Атмосфера награждения – это атмосфера праздника для всех участников. Вся команда 100% эндуро провела просто титаническую работу, чтобы гонка получилась. Эти друзья, в начале ролика мы разговаривали про вот это вот китайское дерби, на которое, в общем-то, сошлись абсолютно все производители. Это был Avantis, это был GR, Kayo, BSE, Zoom и BRZ. Это компании, которые представляют у нас на рынке начальный уровень, таких мотоциклов, скажем так, для любителей хард-эндуро. Эндуро, хард-эндуро. Значит, и что же мы можем подвести итоги? Знаете, гонка и счет он всегда решает. Zoom сошел. Сошел. BRZ даже не вошел, насколько я понимаю. Даже не вошел. Да, вошел, но так, слабенько. Значит, GR, парни из Rolling Moto, что они показали? Но они все сломались. Абсолютно все прям. Все.
И что, сошли с гонки, технический сход? Да, ни один не финишировал. Так, хорошо. Что у нас с БСЕ? Я видел лично парней, которые финишировали. Ну расскажи, что БСЕ-то валит? БСЕ, конечно, валит. Что это за модель? Это X7 или как? Z7. Z7, точно. Но ты вот на стойке полностью проехал гонку сейчас на этом мотоцикле. Да, единственное, что было поменено, это ручка сцепления и все. Потому что она сломалась. Больше ничего. То есть никаких защит, вот защита Защита стоит, да? только, да. Защита, а в плане доработки самого мотоцикла по езде ничего нет. Бронза. Бронза, да. В бронзе финишировали. Ну и еще этот самый Зум еще в бронзе финишировал сегодня. Так, рассказывай, какие результаты у твоей команды. Авантис. У моей команды Авантис сошел только один из 7 человек. Это Андрей Рябошкапов, он же Ить. Вот, а все остальные у меня финишировали. 2 в бронзе и 4 в сильвере. Бесконечная война китайских мотоциклов, в котором есть победители и проигравшие. Интрига и кабинетная возня – все это было, есть и будет. Почти все китайские мотоциклы одинаковые, мало чем отличаются друг от друга. Победа больше зависит от технической подготовки мотиков, но и, наверное, и гонщиков. Друзья, за каждым хорошим мероприятием стоят люди. Люди делают атмосферу, люди делают мероприятия, и я вас хочу познакомить с Екатериной Мироновой, человеком, который помогает проводить почти все знаковые мероприятия в Hard Enduro, и человек, который всегда остается за кадром, но не в этот раз. С лица всех участников и людей, которые занимаются эндуро, приезжают к вам на гонки, я хочу сказать тебе огромное спасибо, потому что мне кажется, твоя роль в команде, она крайне недооценена, потому как кроме тебя этого никто никогда не будет делать. Знаю, сколько у тебя стрессов, знаю, сколько у тебя с этим сложностей порой, как ты реагируешь иногда во всяких чатах, потому что тебе очень сложно воспринимать критику любую, потому что вкладываешь гораздо больше, чем получаешь. Тебе огромное спасибо, продолжай это делать, мы ценим и любим. И я вас ценю и люблю, несмотря на то, что везде говорю, что я вас недолюбливаю. Друзья, мы делаем историю, запомните эти имена. Первое место в классе золота – Терентьев Сергей. Второе место – Черняев Данила. Третье место – Гаевский Андрей. Четвертое – Коробов Александр. Пятое – Бибиков Олег. Серебро, друзья. Запомните эти имена и ждем их в следующем году в золоте. Первое место – Тагиров Дмитрий. Второе – Кореняк Максим. Третье – Цицимушкин Евгений. Четвертое – Пацев Борис. Пятое – Джамбулатов Замир. Самые терпеливые и самые самоотверженные ребята, потому что они дошли до конца, ведь они записывались в класс бронза. Первое место – Лукаш Андрей. Второе место – Самсонов Альберт. Третье место – Забуниди Константин. Четвертое место – Николаев Юрий. Пятое место – Федорович Павел. Павлук, ну вот и подходит к концу, как всегда, по закону, все хорошее, все плохое. Сейчас вот у нас банкет. Все эти ребята со всей России, это прям настоящая целевая аудитория по Hard Enduro, сидит сзади нас, уже начинает праздновать потихонечку, а нам пора, пришло время подвести небольшие итоги по гонке. Давай вместе с тобой сейчас вспомним все хорошее и все плохое, что было на этой гонке. Я бы вспомнил атмосферу. Это такой фестиваль, где все вот, прям вот, я не увидел никакого негатива или какой-то там злобы или еще чего-то. Здесь все дружат, здесь все рады, каждый рад друг другу, каждый помогает, каждый отзывчивый в какой-то момент, если нужно что-то. Поэтому вот за этой атмосферой, конечно, стоит ехать. Но есть один момент. Момент, связанный с планкой, которую задрали ребята-организаторы по трекам. И даже в бронзе, без навыков Hard Enduro, причем таких уже хороших навыков, скиллов, будет очень тяжело, очень сложно. Доказательство тому, что многие ребята доезжали там до 2-го КП только из 8 и снимались с гонки, но кто-то там до 5-го. Это прям большое количество процент, да, огромный. Поэтому в моем понимании
Я бы хотел бы видеть в этой гонке еще и класс какой-нибудь... Атом, да, что-то такое, железо или как-то он называется. То есть для людей, которые вот только-только начинают делать первые шаги, потому что вот этот класс бронза, он точно не для первых шагов, не для новичков. Ну а мне хотелось бы вспомнить тех ребят, которые так или иначе на этой гонке получили травму. Вот, знаешь, Да, это с были плохой такие стороны, да. Обычно про них ничего не говорят, но мне хочется про них сказать, потому что парни, которые получили травму на эту гонку, не смогли прийти на это мероприятие и не смогли ее закончить. И я знаю, что многие очень готовились к этому мероприятию. А вот еще, кстати, не было женского зачета. Да, и женского зачета не было. А девчонкам ведь надо было. И лайта не было. И лайта не было, мы только что об этом сказали. Ребята, спасибо большое, что смотрите канал Севендура. Невозможно фактически вести репортаж отсюда, потому что все подходят, здороваются, радостные, веселые и немножко грустные, потому что, с одной стороны, все закончилось, все заканчивается, с другой стороны, все только начинается. Ну, рассказывай твои впечатления. Ну, блин. А ты будешь это выкладывать? Да. Мне не понравилось.